Расскажу-ка я на этот раз про свой старый проектик, на осуществление которого у меня ушло около 6 лет. В далеком 2013 году стукнуло мне в голову заиметь какой-нибудь клавишный инструмент. Я давай просматривать объявления в поисках какой-нибудь MIDI-клавы или типа того, и тут мой взгляд упал на это. Синтезатор Юность 21 в неизвестном состоянии, за косарь. Технический интерес превысил музыкантский, и я без всяких раздумий его приобрел. Аппарат был в родном кейсе, но без блока питания, так что для того, чтобы его просто хоть как-то проверить, пришлось этот самый блок собрать, ибо найти в продаже родной, либо аналогичный тогда не удалось. Первый запуск показал, что какая-то жизнь в синте все еще теплится, но полноценно им пользоваться было невозможно. Куча шума, хруста, часть клавиш работала некорректно, кнопки управления тоже работали как попало, индикаторы выдавали инопланетные иероглифы вместо цифр, строй уползал в рандомных направлениях, ну и тому подобное. Началась эпопея по его восстановлению. Начал с классики, замена советских электролитов на новые китайские. Это решило значительную часть проблем, но не все. Для решения остальных проблемок пришлось внимательно изучать схему устройства. Благо к советской технике есть подробная техническая документация. Чтобы он заработал на полную, понадобилось поменять часть сгоревших микросхем, пробитых диодов, ржавых фейдеров, дохлые индикаторы, найти и перепаять подгнившие провода. На плате есть подстроечные резисторы, которые тоже понадобилось покрутить, чтобы все это не шумело и не заводилось. Почему-то на моем экземпляре отсутствовала часть элементов, отвечавших за работу банков и пресетов. Причем следов вмешательства на плате не было. Восстановил эту часть по заводской схеме. Еще на выходе в этом аппарате есть некое подобие шумодава, который мутирует выход, когда не играешь. Но у меня эта схема выдавала мощный щелчок при нажатии клавиш и плюс к тому пускала постоянку на выход. Не знаю, дефект ли это, либо так и задумывалось. Так я и не разобрался, просто исключил эту часть схемы и добавил вместо нее на всякий случай буферный каскад на операционнике. И оказалось, что современными кондерами и с питанием на 78-х стабилизаторах синт почти не шумит. Опять же, по классике поменял выходной 5 DIN на современный джек, ну и сделал всякую визуальную эргономическую мелочь. Почистил вековую грязь, переклеил старый дерматин на днище, кейс помыл и проклеил. В итоге синт заработал как в юности. Все кнопки, фейдеры, индикаторы правильно выполняли свою функцию, ноты звучали равномерно, строй не уползал. На какое-то время юность поселилась в кейсе, и когда я ее снова достал, я понял, почему она была в таком состоянии при покупке. За время бездействия в ней появились некоторые новые глюки. Пришлось опять ее разбирать и перепаять несколько диодов, которые сдохли просто так, сами по себе. Ладно, когда кондеры так себя ведут, но диоды это что-то новое. То есть получается, что комплектуха в этом синте гниет просто сама по себе, в атмосферном воздухе. Тем не менее, аппарат интересный, с характерным олдовым аналоговым советским звучанием. К тому же он полностью полифонический, то есть он может выдавать сколько угодно нот одновременно, чем не каждый современный синт может похвастаться. Польза от этой возможности спорная, но все же это любопытная особенность. Предвосхищаю коммент, что у Ваганыча тоже такой есть. Да, я знаю, я даже накидал ему простыню текста с описанием работы органов управления и путей решения тех неисправностей, которые у него имеются, но в ответ получил только смайлик. И так он его в итоге не восстановил. А я восстановил. Зачем-то.